В этом видео вы узнаете о том, как правильно выбрать фото для профиля и что написать о себе в анкете, например, на сайте знакомств. Если на сайте знакомств есть возможность выставить несколько фотографий, а не одну, то воспользуйтесь этой возможностью. Идеально будет, если вы возьмете одну фотографию, где вы крупным планом лицо, где ваше лицо хорошо видно, портрет. Вторую фотографию, где хорошо видно вашу фигуру, ваше тело. Здесь главное помним, что не нужно стесняться своего тела. Вы показываете честно, открыто человеку, как есть. И таким образом вы притягиваете к себе именно того мужчину, который может влюбиться в женщину такую, какая вы есть сегодня и сейчас. Ваша задача не притворяться, кем вы не являетесь, сразу показывать, как есть. Если ваше тело совсем вас не устраивает и вы стесняетесь, идите и меняйте каким-то образом состояние вашего тела. Самая основная ошибка, которую делают женщины, это они на сайтах знакомств показывают только лицо и не показывают тело. Но вы же с этим телом потом придете на первую встречу. И представьте, вы будете сидеть в неловкости, стесняться, прикрываться шарфиком. Но человек все равно это увидит. А еще хуже то, что он считает всю эту неловкость, вашу сжатость, вы будете не очень живая в этот момент. И не только не очень привлекательна, а наоборот отталкивающе от себя. Вы будете неприятны, если вы будете сами себя стесняться. Показывайте все как есть. И верите в то, что вы можете привлечь абсолютно в любой форме тела к себе мужчину, которому вы можете понравиться. Поэтому желательно разместить одну фотографию в полный рост или как-то, где видно ваше тело по колено, чтобы человек имел представление о вашей комплекции, какой комплектации вы, как выглядит ваше тело, какого вы размера. И еще одна фотография. Была бы замечательна в фотографиях в соцсетях, на сайте знакомств, фотография, которая раскрывает вас как личность. Например, вы когда-то прыгали с парашютом и вам это понравилось, или не понравилось, но оставило след в вашей жизни, вы получили такой замечательный опыт, и у вас есть фотография, здорово. Выставьте ее, поставьте, покажите на сайте знакомств. Человек посмотрит и поймет, что эта девушка прыгала с парашютом. Дальше он начнет разворачивать у себя в голове картинку, будет выстраиваться цепочка. Наверное, она любит риск, наверное, она любит высоту, а может быть, она бесстрашная. Дайте человеку зацепки, за что он может зацепиться, и создать какой-то образ в голове про вас. Как он может соприкоснуться с вами и подумать о вас немножко больше. Еще один интересный момент. Когда вы будете выбирать фотографию для соцсетей или сайта знакомств, где задача показать ваше лицо, рассмотрите для себя такой интересный вариант, как фотография с веб-камеры. Вы будете там выглядеть очень натурально и естественно. Поверьте, люди привлекаются не только на фотографии, но и на вашу энергию, то, что спрятано за фотографией, то, что транслируется через фотографию. Если вы энергетически сейчас в таком состоянии, что можете привлечь мужчину, а задача этого курса помочь вам находиться в этом состоянии как можно регулярнее, быть привлекательной для мужчин, то даже если фотография будет не отретушированная, не на какой-то профессиональный фотоаппарат, просто с веб-камеры, просто селфи, то она тоже может привлечь к вам мужчин. Плюс такого варианта в том, что у мужчины будет очень приятное чувство, когда он созвонится с вами действительно по видео, у него будет приятное чувство, что его не обманули, а он видит именно ту женщину, с которой он ожидал встретиться. Потому что если вы поставите фотографию, где, например, много фотошопа, где вы выглядите настолько красиво, вот максимум возможный, но который бывает не каждый день, а редко, может быть, там какой-то особенный макияж или особая прическа. А когда вы созвоните вживую, вы будете выглядеть иначе, у него всегда будет такое разочарование, что картинки не совпадают. Поэтому очень здорово, если картинки будут совпадать. Поэтому действительно есть смысл выбрать простую фотографию с веб-камеры. Так, как вы будете ему звонить на самом деле, или он вам, когда вы договоритесь о встрече в соцсетях, встрече в интернете, встрече офлайн. Еще один важный момент. Не берите фотографии, где вы с другими людьми. Никаких групповых снимках,
не нужно показывать на сайте знакомств. Да, если мы сейчас говорим про соцсети, то это ваш личный профиль, и там вы можете выкладывать очень много фотографий, и там могут быть фотографии ваши с подругами. Но если мы рассматриваем с вами именно сайт знакомств, то ваша страничка должна быть только про вас. Не нужно выбирать фотографию с подругами, если вы там просто удачно получились. И также стоит обратить внимание, что не нужно фотографии, например, с ванных комнат. Задумайтесь, что еще видно на фотографии рядом, что является фоном. Что он додумает, увидев этот фон. Ну, если вы фотографируетесь в ванной, он может додумать что-то пошлое. Этого не нужно. Следующий важный момент в этом видео, что писать о себе в анкете на сайте знакомств. Первое, самое важное, ваша анкета не должна быть пустой. Некоторые женщины, да и мужчины тоже, не уверены, что о себе писать, пишут очень мало информации, и им кажется, что тот, кто ими заинтересуется, придет и начнет расспрашивать. Нет, не будет так, скорее всего. Никто не хочет вас, не зная еще, не заинтересовавшись вами настолько глубоко, разгадывать вас, как неразгаданный кроссворд. Никто не хочет напрягаться. Нет, ваша задача упаковать себя красиво. Вы конфетка, вы вкусная конфетка. Но чтобы мужчина понял, что вы вкусная конфетка, вам нужна привлекательная обертка. Представьте себе, есть конфета, она действительно вкусная, но если ее завернули просто в белый фантик без ничего, или в кусочек газеты какой-то непривлекательный, и продают в магазине, ну кто ее попробует? Кто узнает, что она вкусная на вкус? Нет, обертка очень важна. Сайт знакомств и ваша анкета на нем – это то же самое, что ваша анкета, например, на сайте, где люди предлагают себя в качестве потенциального кандидата на работу. Это то же самое. Ваша задача – написать все свои положительные стороны, показать, подсветить, раскрыться всем тем хорошим, что может привлечь к вам мужчин, и немножко спрятать то, что не привлекательно. Важный момент, мы не обманываем, мы просто именно в анкете не показываем, а припрятываем что-то свое личное, что не привлекательно. Например, если у вас есть ребенок, вам не нужно писать об этом в анкете. Вы не обманываете, вы не врете, что у вас его нет, если вас спрашивают об этом, но не нужно писать, что я разведенная женщина с 2 детьми. Зачем? Нет. Прячем ребенка за спинку до тех пор, пока о нем не спросят. Это абсолютно честно, это абсолютно верно. Это не обман, так и надо делать. И показывайте, рассказывайте о себе все то хорошее, что у вас есть. Например, если вы также, вот как я рассказывала ранее, прыгали с парашютом, то напишите об этом. А еще лучше дайте человеку, который захочет вам написать, подсказку. Дайте ему спасательный круг, потому что мужчины на сайтах знакомств тоже стесняются писать первыми. У них не хватает иногда креатива, как и у всех людей. Они думают, вот я сейчас напишу ей привет, давай познакомимся. А это так банально. И что она мне на это ответит? Помогите ему. Например, напишите фразу «У меня есть очень интересное хобби, о котором я расскажу при встрече». И тогда человек, увидев эту фразу, ему будет легко вам написать, у него есть за что зацепиться, и он напишет: «А какое у тебя хобби? А чем таким ты интересным занимаешься?» Из этой фразы можно развернуть уже очень много логических вопросов. Человеку будет легко к вам обратиться. Придумайте, что такого помогающего вы можете написать в своей анкете. Обязательно заполните каждый пункт анкеты, максимально раскрыв все ваши положительные стороны, притягательные для мужчин стороны. И постарайтесь поставить минимум 3 фотографии.